Еще в самом начале наших строек я изготовил вибротрамбовочную плиту весом 55 кг с вибромотором ИВ-99Е. Подробное видео создания этой плиты есть на нашем канале. Для обустройства полов по грунту, ленточного фундамента или мощения дорожек она была идеальна. Увы, при уплотнении песчаной подушки под УШП нашего дома плита оказалась слабовата. Решено было собрать новую, более тяжелую и мощную корпусную плиту, чтобы как следует пробивала за пару проходов значительные слои грунта. И не нужно было кружить по 20 раз, укатывая очередные 10 см толщины подушки. В этом видео я решил не утомлять зрителей скучными кадрами раскроя, сварки, зачистки деталей. Для людей, способных повторить такой проект, это простые операционные задачи. Да и показывал я уже это все на примере создания легкой виброплиты. Сразу оговорюсь, так как строительный сезон короткий, а сезон хорошей погоды непредсказуем, мне пришлось торопиться с изготовлением плиты, и я не успел довести ее до ума. Например, покрасить. Так и трамбовал ржавый и некрасивый. И я тогда немало помучился с ее перемещением туда-сюда, используя временное приспособление, так как колеса я сделать тоже не успел. Потом плита долго стояла в траве, накрытая от непогоды, и только осенью я загнал ее под навес, чтобы доработать до задуманного состояния. За это время плита поржавела еще сильнее, и всю ее пришлось основательно зачищать перед покраской разным абразивом. Силовая часть нового аппарата конструктивно мало чем отличается от легкой плиты, как и процесс ее изготовления. А вот о важных нюансах я расскажу дальше. Корпус плиты, накрывающий вибратор, в сборе с модулем управления весит около 50 кг. Его верхняя плоскость – это стальная плита 28 мм толщиной, передняя и задняя панели сделаны из 7 мм стали, а боковые стенки толщиной 3 мм. Устанавливается корпус на 4 виброопоры, закрепленные к основанию на стойках. В отличие от легкой плиты, в процессе работы значительная часть энергии вибратора не уходит в пустоту. Тяжелый корпус отражает колебания вибромотора, перенаправляя энергию удара вниз, значительно усиливая давление на грунт. Вибромотор, установленный на плиту, это ИВ-98, производство «Красный маяк», мощностью 900 Вт. Он вдвое мощнее и тяжелее, чем был на маленькой трамбовке. Необходимая сила вибрации также регулируется эксцентриками, расположенными под боковыми крышками вибромотора. Подошва плиты выполнена из 9-мм стали. Загибы подошвы на этой модели сделаны иначе, чем на легкой плите. Крайние загибы формируют лыжу подошвы, так же как и прежде. А вот вторые выделяют среднюю треть подошвы, в первую очередь ограничивая площадь максимального давления, а во вторую очередь формируя области предварительного уплотнения. За счет такой конструкции подошвы машина прекрасно двигается по грунту и гораздо эффективнее его уплотняет. На подошву приварено полое основание, максимально заполненное внутри стальными чушками, закрепленными сваркой. Также изнутри вварены болты для крепления вибромотора. Полный вес нижней части плиты без мотора получился около 70 кг. Основа модуля управления выполнена из сотой профильной трубы и 2-мм железа. К корпусу крепится через двойную систему виброзащиты, которая почти полностью гасит вибрацию. Во время работы руки не трясет. Сбоку уже традиционно сделаны мотовилы для удобного хранения электрокабеля плиты. Большие пневмоколеса – очень удобное дополнение к аппарату. Устанавливаются и снимаются одним движением, а их правильное сбалансированное положение на плите дает возможность комфортного перемещения плиты даже такого веса по всем ухабам стройплощадки.
Эта виброплита оказалась очень эффективной. При ее работе колебания грунта ощущались даже у соседа за 150 метров от нашей стройки, не давая ему поспать в собственной беседке после обеда. А песчаная подушка приобретала чуть ли не плотность асфальта. Доработка плиты до финала сделала ее еще более удобной, а вполне эстетичный вид более приятный в эксплуатации. Как водится, положительные результаты мотивируют двигаться дальше. И на данный момент я занят разработкой еще одной вибротрамбовочной плиты. Еще более тяжелой, реверсивной, то есть имеющей задний ход на дистанционном управлении. Спасибо всем за просмотр. Если понравилось видео, поддержите нас лайком. Всем успехов!